Самые частые причины агорафобии. С точки зрения пациентов, их страхи необъяснимы. Прямая связь между агорафобией и острой или хронической эмоциональной травмой зачастую не прослеживается. Некоторые больные отмечают, что впервые страх появился в обстоятельствах, связанных с плохим самочувствием или неблагоприятным психологическим состоянием. Например, при переутомлении, остром респираторном заболевании, снижении артериального давления, в жаре и духоте, при волнении перед экзаменом или тяжелым личным разговором и тому подобное. На самом деле, развитие агорафобии обусловлено сочетанием нескольких физических и психологических факторов, значимость которых может существенно различаться. Обычно в основе лежит низкий уровень базовой безопасности, ощущение уровня безопасности мира, которые закладываются в детстве и оказывает влияние на всю последующую жизнь человека. По каким-то причинам в детском возрасте у пациентов сформировался устойчивый образ себя как уязвимого, беззащитного, беспомощного, неспособного справиться с обстоятельствами, и образ мира как заведомо опасного, угрожающего пространства, не прощающего слабостей и промахов. Наряду с особенностями воспитания имеет значение особенности характера больных. Агорафобия часто развивается у чувствительных, впечатлительных, тревожных пациентов, склонных скрывать свои переживания, копить в себе негативные эмоции. Иногда агорафобия возникает после острых травмирующих событий, тяжелой болезни, физического или сексуального насилия, смерти близкого человека, стихийного бедствия, потери работы или пребывания на территории военных действий. По данным исследований, у некоторых больных агорафобией нарушена связь вестибулярного аппарата с визуальными системами восприятия. Обычно люди без труда поддерживают равновесие и ориентируясь на три вида сигналов: проприоцептивные, тактильные и визуальные. Если равновесие поддерживается только или преимущественно за счет визуальных и тактильных сигналов, возможна дезориентация при пребывании в движущей толпе, попадание на наклонные поверхности и большие открытые пространства с минимум ориентиров. Отмечается связь агорафобии с наследственно обусловленным изменением уровня некоторых гормонов в головном мозге. У больных с агорафобией часто наблюдается вегетососудистая дистония и нейроциркуляторная дистония. При наличии соответствующего преморбидного фона агорафобия может развиться в результате злоупотребления спиртными напитками, стимуляторами, в том числе кофеином, бензодиазепинами и наркотическими препаратами. Мы проводим обучение и посвящение по всему миру. Только индивидуальное посвящение. Мы не проводим тренинги, курсы и так далее. Что такое посвящение, можно почитать в разделе «Вопросы и ответы». Проводим посвящение лично или дистанционно. Не имеет значения, где вы находитесь, в каком городе, стране и континенте. В очень сильные и мощные энергии. На данный момент
мне неизвестно сильнее и результативнее энергий наших светлых богов и богинь, которые помогают не только исцелить, но и гармонизировать человека с окружающим пространством и природой. Это знание наших предков. Хорошо восстанавливается связь с предками. Ссылка на обучение в описании к видео. С великой благодарностью к вам, Видогор и Радомира.